Здравствуйте. День добрый. Фонтанки? Да, фонтанки. Угу. Пристегивайтесь, пожалуйста. Как день ваш? Мой день рабочий сегодня, а вот если по погоде смотреть, то погода сегодня просто очень хороша. Но нам, таксистам, это плохо, потому что коэффициенты низкие, да, и народ большей частью хочет прогуляться, нежели проехаться. Поэтому в такую погоду работать, с одной стороны, хорошо, именно по внутреннему настроению, а по материальному какому-то обеспечению, конечно, не очень. Не очень. А почему именно такси выбрали, если не секрет? Как деятельность? Случайно получилось. Большинство, точнее, каких-то историй очень результативных, даже я не знаю, как назвать, они совершенно случайные. Ну, то есть я не мечтал с детства быть этим самым таксистом, там, да, или я мечтал там... Я хотел. Сколько раз я летал во сне. Я осуществлял стыковки и расстыковки. Я выходил в открытый космос. И там парил. Да, короче, что я говорю? Так получилось. В какой-то момент определенный появился вакуум по занятости. Я решил, почему бы нет. Сел в тачку, начал работать, затянуло. Потом так, сяк, и уже понимаешь, что вот я уже и машину поменял. И все равно Ваша, да, машина? Да, моя. А почему именно вот это не немец или не японец, к примеру? Это же более качественно. Немец-японец дороговато будет. Я не знаю, сейчас ориентируйтесь в ценах на машины. Ориентируюсь, у меня вот BMW H6. Вот, да? Я вообще как бы занимаюсь стройкой. Вот, много объектов по всему городу. Вот, занимаюсь сантехникой, как бы очень результативно, так скажем, с хорошими клиентами. Прибыльная история. Естественно, конечно, да. На H6 я себе еще не заработал. Я пока заработал вот на Соренто. Это тоже хорошо. Я тоже так думаю. Поэтому, по крайней мере, есть к чему стремиться. Да, 100%. Вам нравится на H6 ездить, да? Естественно, да. BMW это вообще, я считаю, что сила. Да? Ну да. Кому как. Кому-то Мерседесы нравятся, кому-то селедка, кому-то поросячий хвостик. Каждому свое. И, конечно, это от возможностей зависит. Если у вас возможности есть, то... Как сказать, есть же поговорка такая, как потопаешь, так и полопаешь. Вот я много шевелюсь, двигаюсь, и, соответственно, получается, что езжу на такой машине хорошей. Василий Челманосов с рублем, а мы никто никому не должен. Так, по работе надо позвонить. Алло, Серега, здорово. Да все, слава богу, двигаюсь на другой объект. Хотел спросить, там что, прошли эти мужики-то всю проходную? Никаких проблем с охраной не было? Да, сегодня должны перечислить 3 миллиона, вот. И как бы надо еще с ними разговаривать, взять объем побольше, чтобы больше денег заработать. Сказали, что в течение месяца, как там технадзор подпишет эти ККС-ки, вот. И будет тогда уже, соответственно, эта прибыль, на которую мы рассчитывали. Хорошо, все, на связи, Серега, давай. Хорошо, маржа идет. Это хорошо всегда, конечно. Деньги обладают энергией определенной. Даже не определенной, а очень определенной, очень мощной энергией, я бы сказал, да. Есть такое. Вы как вот верите, допустим, в закон бумеранга в нашей жизни? Практика показывает, что это имеет место быть. То есть можно верить, можно не верить, но по ситуации такое происходит. Может совпадение, может нет. Трудно сказать. Но стараюсь не козлить там вокруг себя, чтобы назад не сильно прилетало.
А к чему вопрос? Ну так, просто спрашиваю. Как бы тоже есть некоторые мысли, внутренние вопросы в себе. И чтобы больше как бы получать положительной энергии, там еще чего-то, соответственно, чтобы жизнь становилась лучше, хочу понять, какие законы в нашей жизни работают вообще или не Хорошее работают. дело. Сколько нам еще ехать? 7 минут. Погода сегодня, да, хорошая. Погода огонь вообще. Подъезжаем, да, почти? Да, вот приехали. Все остановились. Дома здесь такие в центре необычные, всякие утюгообразные какие-то там. Ну, Так, да. 252 рубля, по-моему. Да, 252 рубля, в смысле. Сейчас, подождите. Так, у меня вот 200 есть. Сейчас, секунду. Еще держите, пожалуйста. Давайте. Где-то, может быть, мелочь есть. Блин, у меня, короче, походу нету больше мелочи. Давайте я сдачу дам с крупничем. Да у меня с собой что-то я даже и не взял, походу. Остальную наличку с объектов. Хорошо, с карты, может быть. А я картами вообще не пользуюсь. Хорошо, хорошее дело. А я пользуюсь. Так, сейчас. Только потому что на наличку работаю. Блин, а что, друг, никак не получится 52 рубля этих оставить? Как оставить? Ну, блин, нету у меня больше. Ну, я понимаю, как мы будем делать, как мы будем решать этот вопрос. Что, прям эти принципиально так? На меня щечками ты не дергай. Ставки в нашей игре тебе известны? В смысле принципиально? 52 рубля? Ну, конечно, я же работаю за эти деньги, а как не принципиально-то? Блин, и как быть-то, а? Ну, как быть, не знаю. Придумывайте что-нибудь. Так. Блин, а если я, допустим, сейчас в течение там часа сейчас дойду до стройки и положу на телефон тебе? Да, Алло, да. ну как там с деньгами? А? Как с деньгами-то там? Что с деньгами? Да нет. Вообще Так, никак. ну, вот я честно могу сказать, я эти утиные истории с 12 лет по Первому каналу смотрю в 10 часов утра. Ну, Ну, вот это- если вот так говорить. Вы приходите, вы же понимаете, да, например, вот можно сделать аналогию с любым заведением, вообще с любым, с магазином, с рестораном. Вы сидите, едите, типа за счетом не следите, вам приносят десятку, а у вас только 5000. И вы такой, у меня только 5000, ну давай официант свой телефон, я тебе потом на Да телефон это же вам не всем те скину». деньги, чтобы Так нет, но... кидать. На 52 рубля. Ну вот, давайте еще на чистоту, да, вы тут как бы, ну, сидите и позиционируете себя как человек с достатком. Ну, и вы естественно. 52 рубля не можете найти, Ну, чтобы блин, у меня, заплатить. правда, нету больше налички с собой. Я сейчас закину тебе на телефон. Вы знаете, вот тут очень часто бывает такая, я не хочу обидеть только ни в коем случае, ладно? Но бывает Хорошо. такая ситуация вот очень часто, да? До момента оплаты у меня олигархи одни сидят, а в момент оплаты у меня цыгане почему-то появляются в машине. Блин. Нету сейчас деньги. У меня карточки, они работают, мои карточки. Ну, я не попадаю в их число. Медведей не хватает только, понимаете? Вот с этими танцами, бубнами и заговорами. Поездка у вас отражается, стоимость поездки. Вы знаете, сколько, вы что, не знаете, сколько А у вас я, блин, денег с что-то собой? забыл. Ну, забыли, да. Так, ну, ну позвоните ладно, кому-нибудь щас, там, да, я не тогда знаю, может быть, придется. кто-нибудь на карту Блин, мне кинет. Вот вообще принципиальный вы человек. Принципиальный? Я не принципиальный, я работаю за деньги. Я номер телефона продиктую на Сбер, Хорошо, кините да, мне. щас. Давайте. Алло. Слушай, что хотел спросить, а у тебя есть на карте деньги? А то у меня тут, блин, в такси, короче, еду, и налички больше нету с собой. Надо, короче, блин, прикинь, 52 рубля есть на карте у тебя?
Да. Но, блин, поездка у меня 252 рубля стоит. Вот. А у меня всего лишь 200 рублей наличкой. И как бы с собой я не взял. И вот таксист мне, короче, ни в какую не хочет. Говорит, ну, кинешь меня. Наверное, так думает. Вот есть возможность перевести ему сейчас. Давай я тебе номер скажу его. Так, говорите, пожалуйста. 8911. 4. Как зовут вас? Евгений Владимирович. Евгений Владимирович там будет. Спасибо тебе большое, а то, блин, хорошо, да, давай. Давай. Да. Сейчас 2 минуты подождите. Ну да, подождем, конечно. Давно брали эту машину эту? Давно, в апреле. Но мог бы и не взять, если бы отпускал всех. С 52 Я вам рублями. честно Серьезно говорю, скажу. Нет, не я серьезно говорю. Вот в этой машине 70% стоимости это 52 рубля, которые мне должны. Были бы, а я бы так продолжал ездить на другой машине. Ну на правильно, да, машине. вы правильно делаете. Я правильно Копейка делаю, рубль бережет. я вас уверяю. А 52, сколько там будет, 5200 копеек бережет очень много рублей. Ну, в 52 совокупности, рубля, да. конечно. Все, пришли. Ну подождите, сейчас я посмотрю, не так быстро. Да, пришли. Все, 50, хорошего 53 вам дня. рубля. Да, счастливо. $53 рубля чувак перевел, прикиньте. Рубль на чай. Видно, нет? 52 рубля мне перевел на чай. 53 рубля, рубль на чай. Я просто счастлив. Я нереально счастлив. Я просто счастлив. Блять, ну вот всегда же одно и то же, блядь. Всегда одно и то же. Все едут, блядь. Мальдивы, хуивы, золото, шмолото. Сколько 13-х айфонов? 5 штук берем, нахуй, всем в подарки на 8 марта, блядь. С вас, блядь, 156 рублей. Блядь, братан, пиздец. Не поверишь, нахуй. Конечно, не поверю, блядь. Реально не поверю. Я и не верю, блядь, никому. Всем верить, сломается кровать, как говорится. Друзья мои, не надо только писать, что я мелочное чмо. Вот не надо, блядь. Я, возможно, и ничего страшного, но я, блядь, вот пиздец, когда цыганщина начинается, меня аж начинает кошмарить, колбасить, блядь. Сейчас я еще спокойно. Раньше бы, пиздец, у меня свисток бы нахуй оторвало, блядь. Тут с паром бы, блядь, бегало, короче, не знаю. Нет, можете написать, конечно, что я, блядь, душусь за 52 рубля, олигарх ебаный, вообще мог бы простить парня, блядь, на руках отнести до стройки, блядь. Пишите, ебать, что, бумага все стерла. Пишите.